Здравствуйте, друзья! С вами эксперт прессы и уроки Photoshop. Записывается и готовится к публикации цикл видеоуроков «Полный курс Photoshop от профессионального полиграфиста». В нем я раскрою многочисленные секреты, неочевидные приемы, горячие клавиши, навыки профессиональной работы и понимание достаточности для полиграфии, дизайна и фото. Начнем с базовых основ и пройдемся по цветокоррекции, фильтрам, анимации. Будет много интересного и полезного. Не пропустите новые видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях ваши отзывы, пожелания, задавайте вопросы. А сегодняшний урок посвящен созданию новогодней открытки. В процессе подготовки этого урока я сделал две новогодние открытки. Вот первая. Немного не доделывал снег на букву. Сейчас я продемонстрирую процесс ее изготовления. Не пугайтесь, я подробно расскажу и покажу весь процесс, а желающие его смогут прочитать. Например, в субтитрах прописаны как русские, так и англоязычные названия меню, инструментов, параметров. Так что повторить этот алгоритм и получить достойный результат сможет даже новичок Photoshop. Приступим. Изначально была вот такая заготовка, фотография. Она мне понравилась еще и тем, что здесь объекты освещаются светом костров, а это нам пригодится. На следующем этапе я сделал горящие рога оленя, затем необходимую цветокоррекцию. Далее написал текст, применил к нему деформацию и преобразовал его в 3D. Потом нарисовал сугробы на буквах, и все это довершил снегопадом. Видео по изготовлению этой открытки я не записал, но когда включил запись, понял, что скучно делать два раза одну и ту же работу. А потому еще раз пересмотрел отобранные фотки и вдохновился вот этой фотографией. Может, даже это не фотография, а коллаж. Но в любом случае она показалась мне интересной, и я приступил. Но вернемся немного назад. А где взять фотографию, сюжет для новогодней открытки? Если есть возможность, то лучше сделать это на стоковых сайтах. Если в вашей работе есть потребность хотя бы в 10 изображениях в месяц, то выгоднее оформить начальный тариф. Почему я топлю за стоки? Потому что там действительно большой выбор качественного контента. Говорю это сознанием дела, так как сам часто использую фотки из интернета. Однако время, которое тратится на поиск в интернете приемлемого материала или на его доработку, обходится дороже, чем стоковые фотки. Но сегодня все честно. Я отправил запрос в Яндекс и получил кучу хлама, в котором, впрочем, надыбал несколько приемлемых вариантов. Во второй тур попали эти фотки. Вот такая фотка, вот такая. Неплохой коллаж. Еще один. Может, даже рисованные картины. А в третий тур вышли эти две картинки. Скопируем изображение в буфер обмена. Ctrl-C. Перейдем в Photoshop. Горячая клавиша Ctrl-N. Создать новый документ и вставляем содержимое буфера обмена. Ctrl-V. Видите на изображении рамку? Эта рамка позволяет регулировать размер изображения. И появляется она из включенной галочки «Показать управляющий элемент». В данный момент она нам не нужна и просто отключена. Изображение хорошего качества. На первом этапе сделаем выделение. Необходимо отделить основные объекты от фона. В данном случае это Дедушка Мороз и его верный помощник Олень. На самом деле у нас тут три типа объектов. Это снег на переднем плане, Дед Мороз с оленем и остальной фон. Поскольку фон хорошо контрастирует с объектами, попробую для выделения инструмента быстрое выделение. К сожалению, сделать выделение полностью этим инструментом не получается. Кроме фона, в выделение попадают и рога оленя. Ничего страшного, перейдем на инструмент лассо. Воспользуемся точечным выделением. Особенно внимательно следует поработать с шерстью. Однако у нас нет потребности перенести объекты на другой фон, поэтому просто выделим шерсть мягко.
Снова перейдем к инструменту быстрое выделение и уменьшим диаметр кисти, нажимая открывающуюся квадратную скобку. Лишнее выделение удалим, манипулируя клавишами Alt убавить выделение и Shift прибавить выделение. А поскольку мы выделяем фон, а не объекты, то у нас все наоборот. Доработаем выделение через режим быстрой маски. По умолчанию цвет подсветки быстрой маски красный, но при необходимости его можно сменить. Я пользуюсь Shift и клик. Благодаря этому получаются прямые линии. Для рисования в быстрой маске я пользуюсь инструментом карандаш, так как в отличие от кисти он имеет жесткий край, и нам это нужно. Можно пользоваться не только мышью, но и планшетом для рисования, хотя в нашем уроке вполне можно обойтись просто мышкой. Выходим из быстрой маски. Инвертируем выделение. Меню выделения инверсия. Или горячая клавиша Shift-Ctrl-I. Скопируем слой. Во вкладке «Слои» захватываем мышкой слой и переносим его на плюсик. И создадим маску на основе сделанного выделения. Меню, слой, слой-маска. Показать выделенное. Выделение хорошо видно, его можно доработать. Активируем маску слоя. Опять же выбираем инструмент карандаш. Черный цвет будет маскировать, скрывать объекты. Белый снова делает объекты видимыми. Уберем лишнее с рогов. Лучше убрать с рогов все лишнее и сделать их чистыми, так как в дальнейшем это сработает. Давно планшетом не пользовался, навык утратился. Теперь кликнем на маски мышкой. Откроются свойства маски. Одна из неприятных особенностей Photoshop в том, что в десятичных частях числа обязательно требуется запятая. Поставить точку нельзя. Сразу даже не поймешь, что не так делаешь. Вот здесь в параметре растушевка мы зададим степень мягкости нашей границы выделения. Параметр задается в пикселях, а потому его размер будет зависеть от размеров изображения. По этой причине параметр растушевка подбирается экспериментальным образом. Мы зададим 1,5. Теперь необходимо перенести на новый слой только рога оленя. Для этого сделаем выделение по нашей маске. Воспользуемся контекстным меню, пунктом «Добавить маску к выделению». Или, удерживая нажатой клавишу Ctrl, кликнуть мышкой по маске. Загрузится выделение. Сократим выделение таким образом, чтобы остались только рога. Скопируем на новый слой только рога, без слоя маски. Сделаем активным рабочий слой, а не маску, и нажмем комбинацию горячих клавиш Ctrl-G. Убедимся, что рога вырезаны идеально. Сделаем контрастную подложку и все внимательно просмотрим.
Кое-где видны следы мусора. Выделим, конвертируем выделение Shift-Ctrl-I и чистим клавишу Backspace. Превратим рога в смарт-объект. Для этого воспользуемся контекстным меню. Конвертировать в смарт-объект. Или через меню. Меню, слой, смарт-объекты. Конвертировать в смарт-объект. Изменяем режим наложения слоя в экран. Для дальнейшего удобства создадим группу из этого слоя и назовем его рога. Рога и копыта, как у классиков. Или из контекстного меню, или из меню. Меню. Слой. Создать группу из слоев. Горячая клавиша Ctrl-J. А к слою с рогами применим фильтр. Меню, фильтры, размытие. Размытие по Гауссу. Радиус размытия 5. Далее копируем слой через Ctrl-G. Слой копируется вместе с фильтром. Кликаем на фильтре и вводим значение радиуса 50. Еще раз копируем слой и вводим значение радиуса 100. Еще раз копируем слой, значение радиуса 250. И еще раз копируем, и значение радиуса 500. Итого в группе рога получилось 5 слоев. Удобство работы со смарт-объектами в том, что фильтр физически не меняет объект, а потому можно всегда вернуться и изменить параметры фильтра, или даже удалить его. Добавим корректирующий слой кривые. К фону сделаем его темнее, дабы рога оленя выглядели более контрастно. Не будем создавать излишнюю синеву. Для этого вторую точку на кривой отведем чуть вправо. Включим иконку «Применить к нижележащему слою». В противном случае коррекция применится ко всем нижележащим слоям. Все же слишком синий фон, поэтому добавим еще один корректирующий слой. Выборочная коррекция цвета. Перейдем на группу с рогами и применим к ним корректирующий слой, цветовой фон насыщенный. Задача такая: сделать свечение рогов огненным. Параметры подбираются индивидуально, в зависимости от картинки. Не забываем включить иконку. В этом случае коррекции подвергнется вся группа. Параметр насыщенность можно сделать в диапазоне от 70 до 90. На экране появилась полоса справа от рогов. Не обращайте внимания, это глюк от записи. В реальной картинке все норм. Видно, что он появляется и исчезает в зависимости от масштаба отображения, а это признаки глюка. Устойчивый эффект никогда не исчезает. Однако, если что-то подобное случится или градиент будет ступенчатым, то можно склеить слои с градиентом, в нашем случае группу рога, и аккуратно размыть ее, то есть применить фильтр размытия. Сделаем копию рабочего слоя. Далее сделаем копию корректирующего слоя, который делал рога огненными, и затем переместим его на рабочий слой. Это эффект света от рогов оленя, но в таком виде его нельзя оставлять, поэтому будем корректировать. Закроем слой маской. Для этого воспользуемся градиентом. Логично предположить, что свет направленно окрашивает объекты с убывающей от центра интенсивностью. Для этого нам понадобится градиент с пиком в центре и нисходящих краях. Но центр градиента задаем не чисто белым, а сделаем серым, то есть ослаблим интенсивность коррекции. Эти ползунки отвечают за границы интенсивности. Сделаем чуть поярче коррекцию. Подкорректируем границы интенсивности.
А теперь поработаем кисточкой. Плотность 100, прозрачность 30%, сглаживание 10%. Свет хорошо освещает спину, скользит по бокам и лишь отраженно освещает брюхо. Снег на переднем плане не дает мне покоя. Поработаем над ним отдельно. Выделим его. Для этого воспользуемся инструментом быстрое выделение. Зададим растушевку 5 пикселей. Применим корректирующий слой маску, кривые. Сделаем освещение естественно. Для этого сделаем копию корректирующего слоя с группы рога и переместим его к рабочему слою. Данная коррекция отвечает за свет от рогов, но применительно к белому снегу цвет неадекватный, поправим его. Для этой коррекции не подходит маска, следует ее изменить. Снова выделим снег. Переходим в маску, выбираем кисть, параметры, плотность 100%, прозрачность 10%, сглаживание 10%. Зададим побольше диаметр кисти и смягчим края. Готово. Теперь добавим светлячков, кружащих возле рогов. Какие в это время года светлячки? А нет, это не простые, а сказочные светлячки. Да и вообще у нас все персонажи сказочные. В принципе, светлячков рисовать не обязательно. Их все равно не будет видно на итоговой открытке. Если вы помните, на открытке будет снегопад, я бы сказал, небольшая метель. Но все равно нарисую. Можно нарисовать их той же технологией, что и снег. Снег будет ближе к концу, можно алгоритм заимствовать оттуда. Но лучше всего светлячки получаются из звездного неба. Найдем подходящую фотографию в интернете. Критерий 1. Очень темное, почти черное небо и красивые звезды. Я выбрал такую вот фотку. Вырезал подходящий фрагмент и скопировал новогоднюю открытку в слой над рогами оленя. Режим наложения слоя – замена светла. Отзумим картинку по размеру рогов. Поместим ее в маску. Затем выберем мягкую кисть и плавно проведем ею вдоль контура рогов. Светлячки проявятся. В принципе хорошо, но слишком ярко освещают рога. Следует применить возьмем кисть побольше. Настройки те же.
и уменьшим нажим до 10%. Хорошо освещается спина оленя, скользящим светом бока и отраженным светом брюха. Что касается Деда Мороза, то свет плотно падает на правую половину и будет сильно затухать на левой, теневой половине. Натуральность достигнута. Но следует помнить, здесь нет правил. Руководствуйтесь физикой, реальными фотками, собственным вкусом. Порядок приоритетов любой. Ну какая же открытка без текста? Почти как у классика. Какая песня без баяна? Ну и текст будем делать в 3D. Перейдем на верхний слой. Выберем инструмент, текст и создадим надпись. Учитывая дальнейшую обработку, выберем шрифт, рубленый или без засечек, и начертание, жирный, например, такой. Для работы с текстом Photoshop предлагает достаточно развитый инструментарий, отсутствующий в иных программах компании. Выберем вкладку для работы с текстом, символ. Здесь можно выбрать гарнитуру, это название шрифта, начертание, это список напротив. Например, болт, италик, конденсат и тому подобное. Установить размер шрифта. Измеряется в пунктах. Кстати, в настройках можно выбрать иные единицы измерения для шрифтов. Но пункты – это общепринятое обозначение. Также можно поменять межбуквенное расстояние, трансформацию по вертикали и горизонтали, цвет и другие. Учитывая, что наступающий 2022 год – это год тигра, стилизуем надпись под цвета тигра. Придадим надписи скругление. Нажимаем иконку «Деформировать текст». Здесь достаточно большой выбор стилей. Вдобавок к этому есть по 3 настройки для каждого стиля. Это изгиб, искажение по горизонтали, искажение по вертикали. Выберем стиль искажения дугой. Отрегулируем параметры. Немного зумируем надпись по горизонтали и переходим к 3D. Можно нажать иконку 3D или выбрать меню. Меню 3D. Новая 3D экструзия из выделенного фрагмента. Попадаем в режим 3D. Если рабочая среда автоматически не изменилась на 3D, то сделайте это вручную. Перейдем на вкладку 3D и выберем иконку освещения. При помощи инструмента перемещения настроим источник света, соответствующий свету от рогов оленя. Далее щелкнем правой кнопкой мыши и в диалоговом окне изменим величину глубины текста. На иконке материалы изменим материал, точнее цвет заливки, отвечающий за глубину букв. Изменим наклон букв.
как будто мы смотрим на них сверху. Это понадобится нам в дальнейшем. Преобразуем 3D в смарт-объект. Это позволит облегчить понимание текущего файла, но сохранит возможность редактирования текста. Двойной клик по смарт-объекту откроет его для редактирования. Выделим фронтовую часть текста, создадим новый слой и будем рисовать полосы тигра. Для этого выберем фигурную кисть. Варианты могут быть разные. Мне понравилось это. Легкими мазками рисуем полосы тигра. Сохраним выделение, возможно, оно еще пригодится. Возвращаемся к открытке. Будем рисовать сугробы на буквах. Цвет сугробом выберем не чисто белый, а слегка голубоватый. Кисть выберем фигурную и дополнительно настроим ее. Цель такая, чтобы сугробы не были плоскими, а была глубина, создаваемая тенями. Для большей натуральности размажем сугробы инструментом палец. Также для пальца выберем фигурную кисть.
Ну и вишенка на торте – это снег. Без снега как-то нет сказочного ощущения в новогоднюю ночь. Будем делать снегопад на новом слое и включим ему стиль слоя. Зададим тень небольшого размера. А цвет тени выберем синий. Отрегулируем ползунок прозрачности так, чтобы тень была, но не сильно выделялась. Для рисования снега сразу выберем подходящую кисть. Например, такую. Получилось слишком плотно. Донастроим кисть. Уменьшим диаметр и настроим параметры. Увеличим разброс. Теперь хорошо. Достаточно. Сделаем небольшое завихрение, как будто на дворе метель. Меню, фильтр, искажение, скручивание. Не будем задавать много, примерно так. Хорошо получилось. Само с языка слетает. Буря мглою небо кроет, вихрь снежные крутя. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Ну и в качестве бонуса рамка. Рамка средствами Photoshop. В качестве цветов для рамки выберем цвет наших букв, то есть оранжевый и черный. Увеличим размер холста на 20 пикселей оранжевым цветом. Затем на 40 пикселей черным. И еще на 10 пикселей оранжевым. В довершение добавим еще 60 пикселей белого и включим стили слоя, тень и теснение. Такой вот результат. А с вами был Эксперт Пресс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые уроки. Много видео уже записано и монтируется. Желающие пополнить свои знания в теории полиграфии могут посетить наш сайт «Полиграфия глазами допечатника» по адресу dopress.ru. Все ссылки в описании. А на сегодня все. Всем хорошего настроения, удачи и пока!